Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждый день, давайте же посмотрим, что же нам посоветует Таро на завтра, на ближайший день. Первое, что хочу сказать, не старайтесь делать все и сразу. Если вы слишком много на себя взвалите, то не только физически, но и морально устанете. И я хочу сказать, что того результата, который вы хотели, не будет. Какая-то тяжесть на душе будет мешать вам именно делать все как обычно. Смотрите, поройтесь в себе, подумайте о том, кто или что могут на вас влиять. Не забывайте, что мы под влиянием огромного количества людей, энергетики, большого количества людей. Вот тут я еще могу сказать о ситуации, я вам просто как пример приведу. Иногда я просыпаюсь утром и не могу понять, почему вот у меня или плохое настроение, или тяжело на душе, или какая-то тревога. В течение дня я начинаю понимать, потому что я сейчас говорю о конкретном примере, моя дочь, я ее чувствую, я ее очень чувствую. И вот проходит какое-то время, или мы переписываемся, или мы созваниваемся, и я понимаю, что я ощущаю состояние моей дочери, не мое. И вот тут я хочу сказать, если вы проснулись с каким-то непонятным чувством тревоги, чувством раздражения или в плохом настроении, или с какой-то тяжестью на душе, прекрасно подойдет практика обрывания энергетических связей от Архангела Михаила, которая есть у меня на канале. Она берет всего 3 минуты. Вы ее прослушали и повторили за мной, и, соответственно, вы почувствуете облегчение, потому что не переживайте, вы ни с кем не порвете связи, вы просто отсоедините себя от этих присосок, которые тянут из вас энергию. Помните об этом, особенно если у человека, с которым у вас сильная энергетическая связь, плохое настроение, он несознательно вытягивает из вас энергию. И когда у вас идет потеря энергии, идут вот такие состояния. Поэтому, опять же, я дала пример дочка, это может быть кто угодно. Поэтому лучше оборвать все негативные энергетические связи, чтобы обрести обратно свое хорошее настроение и энергию. Ну а если вы знаете почему, то тогда тоже решайте ваши задачи. Но не хватайтесь за все и сразу. Смотрим дальше. Но я хочу сказать, что зря вы переживаете, зря у вас тяжесть на душе, потому что день, по большому счету, будет хороший, день будет продуктивный и день будет продвиг. Знаете, вот день, в который вот прорыв, опять же, в пределах одного дня, хотя такой процент вероятности есть, что у некоторых из вас после нелегких трудов, давайте скажем так, вы увидите результаты и будет какой-то прорыв, неожиданно что-то будет происходить и в вашу пользу. И действительно в вашу пользу, знаете, на порядок. Не просто что-то каждодневное, а что-то действительно, что может изменить и ход событий тоже. И это прекрасная карта, кстати, туз пентаклей. Это же одна из самых лучших карт в колоде. Соответственно, вам или может повезти, а может произойти то, что действительно вы тяжело трудились, вы делали все для того, чтобы что-то решить, для того, чтобы чего-то достичь, и вот тут может быть и день, когда произойдет вот тот самый прорыв и облегчение. Вам станет легче, вам станет радостнее, вы станете более уверенными в том, что вы на правильном пути. Ну и еще одну карту мы посмотрим. Я хочу сказать, что некоторым из вас в этом всем может помочь женщина, которую вы давно знаете.
женщина старше 45, она рисковатая, она не совсем открытая. Скорее всего, в какой-то момент времени у некоторых из вас было прекращено общение с этой женщиной, но она все равно где-то была на горизонте, даже без общения. Так вот здесь я еще хочу сказать, что она может вам помочь. Также по этой карте, так как это мечи это анализы, мечи это что-то из прошлого, какой-то опыт из прошлого, какая-то ситуация из прошлого, она вам поможет для решения каких-то задач, которые вы считали неподъемными. Поэтому будьте готовы, и кто-то из прошлого, и что-то из прошлого будет в помощь вам, и помощь будет бесценной, потому что она даст именно то, что вам надо. Ну, а касаться это может любой сферы жизни, это может касаться отношений, это может касаться здоровья, и также это может касаться работы, карьеры и бизнеса.